Борис Леонидович, в Латвии хотят создать свою собственную атомную электростанцию. Уже соответствующие ведомства начинают работать над этим проектом. Но вопрос-то в чем? В Латвии с советских времен ни населения не стало больше, ни энергопотребления. Зачем, собственно говоря, на ваш взгляд, им это надо? Ну, давайте по порядку. Вы начали с фразы «соответствующая структура». У них нет структур. Вот в чем проблема. Для Ну, того, чтобы Министерство реально экологии, быть... например, которое вот это и запустило. Это начало работы, но не более того. Ведь для того, чтобы говорить о лицензировании каких-то блоков на своей территории, надо иметь государственный регулятор. Государственный регулятор должен состоять из профессиональных физиков-ядерщиков. Но их в Латвии просто нет. Есть подписанные вот буквально только что в октябре 25-го с Польшей, Швецией, Финляндией и Эстонией декларацию о поддержке расширения атомной энергетики в районе Балтики. В районе Балтики, да. Но это политический меморандум, не более того. Да, есть согласие работать еще в рамках американской программы FIRST, но это программа об изучении роли передовых реакторов. Вот точка. Больше ни на что не похоже. И только в прошлом году МАГАТЭ провела миссию, отметила, что Латвия улучшила регуляторную инфраструктуру по радиационной и ядерной безопасности, но это пока уровень работы с источниками, а не лицензирование энергоблоков. Так что, извините, политическая декларация есть, а работы нет и быть просто не может. Если мы будем сравнивать с теми, кто действительно намерен строить атомные электростанции, Казахстан и Узбекистан, вот то, что подписано в течение последних пары лет. Здесь исследовательские реакторы, работающие с 50-х лет. В обеих странах действующие институты ядерной физики, своя школа. Здесь открытые филиалы Московского инженерно-физического института. Вот это те страны, которые действительно намерены строить, создавая свою научную школу. Они прошли путь длиной в 50-60 лет. С чем собирается идти Латвия в атомную энергетику? С кем? Ну вот пункт первый, надо, Латвия, там территория небольшая, пусть походят, поищут, может найдут хоть одного физика-ядерщика. Ну, с этого надо начинать. А если мы посмотрим вот на вот эти вот амбиции Латвии, там и соседняя Эстония также рассматривает этот вопрос, уже даже место под строительство АЭС выбрали, как, ну, такую некую помощь американским энергетическим компаниям, то есть чтобы они пришли, построили, они там на этом заработают, какие-то местные чиновники какие-то деньги за это получат или отмоют, и как бы никто не в накладе. А то, что АЭС не особо востребована будет, ну и ладно. Ну, в Эстонии чуточку иначе ситуация выглядит. Там есть, по крайней мере, компания, которая пытается продвинуть атомные технологии. Выбран определенный тип реактора БВРХ 300. 300 это по нормативному, по классификации, так скажем, МАГАТЭ верхний предел для атомных электростанций малой мощности до 300 мегаватт как раз. Здесь хотя бы какие-то осмысленные шевеления есть. БВРХ впервые получил лицензию, но не на родине в Штатах, а в Канаде. И сейчас там специалисты, наверное, не только всей Северной Америки, но и европейские подключены, потому что речь идет о строительстве первого референтного блока атомной станции малой мощности. То есть заинтересованных лиц много, и, может быть, эстонцам удастся перехватить кого-то из этих специалистов. Тем более, что отношения с Финляндией достаточно приличные. Здесь есть возможность хотя бы как-то начать готовить специалистов за счет того, что они будут проходить стажировку на Ловиейса, на атомной электростанции Ловиейса или на Олкилоута. Ну, хоть как-то. Но здесь все ровно то же самое. Государственного регулятора нет, специалистов нет. Как, когда их сумеют собрать, вот это, что меня до слез удивило, правительство Эстонии заявило, что к 2028 году нужно подготовить хотя бы 200 специалистов разных профилей.
заявила в 2025 году за 3 года подготовить 200 специалистов. Ну, за 3 года готовят бакалавров. А специалист в атомной физике должен быть, ну, как минимум магистром и хотя бы какой-то, хотя бы 5-6 лет стажа работы на атомных электростанциях. Мгм. Да, в 23 году Таллинский технологический университет, ну, бывший политехнический, в 23 году запустил программу Nuclear Engineering Fundamentals, англоязычный курс на 12 человек. Какие 200? О чем вы? Да, есть соглашение вот этой компании, которая выступает за то, чтобы Эстония к 1935 году запустила первые 2 блока БВР-X-300. Мгм. Ферми Энергия или Энерджия, я не знаю, как правильно там читать. У них подписано соглашение с финнами, с Фортумом, как раз о стажировке эстонских студентов на атомных электростанциях в Финляндии. Но это только начало пути. Нет государственного регулятора, можно каких угодно экологов приводить, кто бы спорил. Но давайте посмотрим, как это происходит в Казахстане. Есть площадка, начинается работа с того, что будут проводить инженерно-геологические изыскания на протяжении 18 месяцев. Но возвращаясь к целесообразности всего этого, просто вот я не могу себе представить картину. Вот построила, допустим, Латвия СОС, ее построила Эстония. Где эти объекты будут, скажем, глобально в плане энергетики, пользы через 20 лет? То есть у них за вот эти годы там население существенно упало, потребителя, соответственно, меньше. Куча заводов, которые выступают главными тоже потребителями, закрыли. С учетом всего этого зеленого курса, там, оптимизации, кризиса и потери вот того же российского рынка, в плане промышленности света тоже нет. И как бы это, не знаю, как покупать какой-то автомобиль страшно дорогой, когда тебе абсолютно некуда ездить. Вот когда ты в тюрьме там находишься, ты покупаешь в интернете автомобиль. Ну, а в чем смысл? Ну, мало того, ты не умеешь на этом автомобиле ездить, не знаешь, для чего там педали и что это за круглая штука посреди кабины торчит. Крутить ее, что ли, или что с ней делать? Мне сложно говорить о состоянии экономики в странах Прибалтики, куда они там собираются развиваться или не собираются. Но у них ситуация в энергосистеме, ну, если отбросить вот всю политическую красоту, она до предела напряженная. Я про политику не очень хорошо понимаю, про то, что, как выглядят электросети Латвии, Литвы и Эстонии, понимаю хорошо. Они заявили, вот как наша пресса любит писать, о синхронизации системой НСЭ. Хочется тех, кто это пишет, обнять и плакать. НСЭ – это Ассоциация компаний и операторов объединенных энергосистем. Ассоциация – это не сеть. Побойтесь Бога. Синхронизация с прошлого года у Литвы есть с объединенной энергосистемой ОЦТЕ, Центральная Европа. Именно Европа, не Евросоюз, потому что туда входит и Сербия, и вот все постюгославские страны. Они держат свою синхронную зону. Самая большая, все прекрасно. Синхронизация осуществлена за счет двухцепной линии электропередач Латпол-Линк, воздушная линия электропередач, 330-400 киловольт. Все, больше ничего. Кабели, которые проложены по дну Балтийского моря в Швецию и в Финляндию, это кабели в другую объединенную энергосистему, Нордел. Она не синхронизирована ни с кем, поставки осуществляются через ставку постоянного тока. Сейчас вся синхронизация зависит от того, будет ли резерв у Польши, будет ли у Польши электростанции, которые смогут держать частоту 50 Гц. Если мы говорим о зеленой энергетике, то на противоположной стороне, так скажем, в Эстонии на северо-востоке работают сланцевые ГРЭС. Горючий сланец, построенный еще в советские времена, стараются модернизировать, построили новую электростанцию. При этом Еврокомиссия говорит, что это не соответствует зеленым критериям. Если Еврокомиссия будет настаивать на том, чтобы это выключили, все, что есть для поддержания чистоты, это гидроэлектростанция «Каскад» на реке Даугава. Он один. Он больше маневренный, потому что это ГЭС.
зависит, разумеется, от времени года, есть возможность сбрасывать воду или нужно накапливать и так далее. То есть энергосистема с того момента, как Прибалтика вышла из состава БРЭЛ, ну, висит вот на этом волоске, который в Польшу протянут. Я не понимаю, откуда такая нелюбовь к своим странам, чтобы объединенную энергосистему вот так повесить на одну ниточку. Такой шаг целесообразно было бы делать, выход из БРЭЛа я имею в виду, в том случае, если построены новые газовые электростанции, именно газовые, потому что все ВИЭ, что солнце, что ветер, частоту не держат. Частота у нас 50 Гц, в солнечных панелях, извините, ничто не вращается. Со скоростью 50 оборотов в секунду должен ротор вращаться внутри статора. Там нет ни ротора, ни статора. То есть крутящий момент где? С ветром там еще сложнее, потому что скорость вращения, разумеется, зависит от силы ветра. Вывод электроэнергии осуществляется через инверторы. Инвертор должен видеть на выходе 50 Гц, тогда он то, что нагенерировала ветротурбина, под эти 50 Гц подстроил и отправил. Если частота потеряна, инвертор перестает работать. Он сообщает, что, ребята, я не знаю, чего вы меня хотите, я в таких условиях не работаю, поэтому всем пока. Вы умные, вы потом думаете, как меня обратно в сеть вернуть. То есть выключить ГРЭС, получить вообще какой-то нарский ГРЭС на неэкологичном горючем сланце. Горючий сланец с точки зрения энергетики это нечто среднее между торфом и бурым углем. Не экологично, да, действительно, выбросы тепловые, кто бы спорил. Но если у вас был резерв мощности и стабилизация частоты из кольца БРЭЛ, что вы должны делать? Держать эти связи до той поры, пока вы у себя не построили газовые электростанции, не набросали по всей территории накопители энергии на случай потери мощности из-за какой-нибудь аварии. В конце концов, Балтийское море капризно, сейчас зимние шторма, где-то оборвало линии электропередач. В составе БРЭЛ Беларусь, Россия, Эстония, Латвия, каждая из стран-участниц держала по 100 мегаватт резервной мощности. Если у вас что-то случилось, мы общими усилиями вас поддержим. Сейчас этого нет. Борис Леонидович, спасибо вам большое за интервью. До свидания. Друзья, в очередной раз напоминаю о том, что полное название нашего канала – независимый аналитический онлайн-журнал «Геоэнергетика Инфо». И слово «независимость» после того, как была отключена монетизация со стороны Ютуба, для нас стало дорогим, ценным, близким. Для того, чтобы сохранять независимость, вы прекрасно понимаете, что в наше тревожное время необходимо прежде всего альтернатива, поиск спонсора, который будет задавать нашу новостную повестку, нашу, так скажем, стратегию и тактику, нам кажется не самым удобным, поэтому напоминаю о том, что нас можно видеть прежде всего в нашем телеграм-канале, где мы стараемся сообщать все новости, касающиеся нашей работы, наших новых проектов. Вы нас можете видеть на портале ВКонтакте, вы нас можете видеть в Дзене, вы нас можете поддерживать за счет того, что у нас имеется страница на Sponsor.ru. Все это будет в описании под этим моим кратким вступлением с напоминанием о том, что если вы хотите, чтобы проект «Геоэнергетика Инфо» продолжал развиваться, нам необходима ваша помощь и поддержка. Большое спасибо за внимание.